Всем привет, это Денис Вебер, и какое-то время назад мне пришла в голову идея создать уровень из культовой игры Battletoads Double Dragon в 3D. Видео, где я рассказываю о создании уровня, так понравилось зрителям, что я сделал еще один ролик, где показал, как бы выглядел геймплей игры, если бы она существовала в реальности. Эта серия стала интересна достаточно большому количеству людей, поэтому я решил продолжить создавать уровни из Battletoads в 3D. В этот раз я расскажу про создание, наверное, самого популярного уровня вообще во всей игре. Это уровень с мотоциклами, который я сам проклинал бесконечное количество раз, когда проходил игру в детстве. По сути, второй уровень — это внутренности крысолета, корабля, который я создавал в прошлых видео. Эти части уровня достаточно небольшие, но в них нет ничего похожего на части крысолета, поэтому пришлось все создавать с нуля. Сегодня я полностью повторю все части уровня, создам модельки врагов, мотоциклов и главного босса Big Black, или, как я всегда его называл, крыса. Именно создание крысы мне понравилось больше всего, но обо всем по порядку. Кстати, не забудьте подписаться на Polyroad и поддержать лайком этот ролик, ведь в планах большое количество видео с новыми проектами, которые вам обязательно понравятся. Если вы играли в Battletoads, то точно знаете тот самый уровень с мотоциклами. Я представлял, что уровень больших размеров, но не настолько. Во всех трех локациях используются плиты, колонны и разные модельки, которые подвешены к потолку. Плиты различаются по цветам, а к колоннам добавляются трубы. Для всех похожих элементов достаточно было сделать одну модельку, а другие размножить с помощью массива. Для плит сверху я сделал то же самое, подогнал размер, создал скосы и размножил их. На самом деле 3D само по себе включает в себя множество профессий. 3D-моделлер и скульптор, и архитектор, и строитель, и конструктор, и много кто еще. Можно быть кем-то одним, но обычно приходится заниматься всем сразу понемногу. Как и в первом видео, для углублений я использовал более темные и более светлые цвета и не надеялся на освещение и тени. Если для разработчиков оригинальной игры это была необходимость, для современных дизайнеров это один из приемов, которые используются в 8-битном арте. Для боковых панелей я сделал текстуру примерно похожую на оригинальную. Здесь я использовал процедурную генерацию и настроил расположение текстуры с помощью шейдеров. Кстати, в видео с повторением еще одной рекламы Яндекс.Го я делал точно так же. Для самих панелек я слегка изменил геометрию. Это все равно мало кто заметит, но достаточно того, что об этом буду знать я. Ведь так уровень еще больше станет похож на оригинал. Для поддержки этой конструкции инопланетные архитекторы решили использовать колонны. Для них я добавил похожую текстуру и болтики, на которых крепится большая часть деталей крысолета. Но что сказать, хорошо, что для этого не используют клей. На стенах большое количество панелей разных форм и размеров. Я создал первую панель и использовал ее как основу для остальных. На некоторые панели прикреплены светящиеся стрелки, которые показывают направление движения для игрока и его врагов. Все эти безумные персонажи гуляют по отсекам и палубам, и если вдруг забудут куда идти, посмотрят на стрелки и сразу пойдут в нужную сторону. Иногда мне кажется, что главный герой в таких играх типа Battletoads или той же Streets of Rage сам игрок. Персонажи игры спокойно ходят по уровню, а игрок догоняет их и пытается всех перебить. Я добавил стрелки и чуть позже подсветил их с помощью анимации и ключевых кадров, изменяя силу свечения. На стенах висят сетки разных цветов. Для них достаточно было сделать плоскость с ячейками, развернуть под нужным углом и применить модификатор Wireframe. А для труб вокруг я использовал обычную кривую, увеличив ее диаметр и добавив несколько промежуточных вершин. Я скопировал уже созданную сетку, слегка поменял ее геометрию и покрасил в зеленый цвет. А для еще одной сетки выгнул трубу с помощью инструмента Spin. Враги, да и сам главный герой используют лифт для перемещения между локациями. На нем даже есть индикации, и всегда можно отследить, когда появится новая порция врагов. Можно было сломать двери лифта или чем-то их подпереть, и часть злодеев просто не смогла бы напасть на игрока. Но у этой игры свои правила, которым нужно следовать. Я взял за основу готовую панельку и вырезал в ней отверстие для дверей. По шахте лифта враги перемещаются на деревяшке, которая передвигается каким-то неведомым образом. Я создал небольшой закуток в задней части стены, чтобы враги без проблем смогли добраться до героя. Несколько индикаторов и стрелку украсили панельку для лифта, и оставалось создать только саму дверь. В основном части корабля не вызывали у меня вопросов, но для чего тут эти щупальца или подобие труб, я так и не понял. Если кто-то знает, зачем они используются, напишите об этом в комментариях. Я создал их с помощью кривых и примерно подогнал их положение под положение на картинке из игры. Если на крысолете вентиляторы используются, чтобы
Честно сказать, не знаю, зачем они там были. Здесь для вентиляции используются щитки разных цветов. Для них я создал квадратную панельку со скошенными углами и вырезал прямоугольные отверстия, через которые, в общем-то, и должен проходить воздух или космический вакуум. А вырезанное отверстие накрыл стильными защитными крыльями. Вы можете помнить еще одного врага на уровне. Если верить дословному переводу, его зовут Швейцар Судьбы. Это тот самый персонаж, которого нужно убивать его же оружием. Игрок подбирает выброшенную динамитную шашку и бросает Швейцару в будку. Дверь у него открыта, шашки взрываются не сразу, не знаю, на что он вообще рассчитывает. Для будки врага я взял готовую панельку с дверями лифта и вырезал в ней окно, куда потом посадил Швейцара. Я создал для него целую комнату, откуда он будет выпрыгивать, когда поймет, что игрок не оставил ему никаких шансов. Вторая часть уровня в чем-то похожа на первую. Я взял за основу уже готовые модельки и покрасил их в другой цвет. Кстати, чуть позже для панелей на стенах и на полу я добавлю шероховатость и потертость. Если присмотреться, то на стенах даже есть сколы и вмятины. Сетка расположилась почти на протяжении всей длины стены, а в нескольких местах к ней прилегают лестницы, чтобы игроку было удобнее собирать бонусы. Для лестницы я создал одну часть из кривых и размножил ее с помощью того же массива. На YouTube есть полно видео в стиле «Как создать лестницу», «Как создать пончик», «Как создать все что угодно». На самом деле почти все модельки в блендере создаются одинаково, из куба, плоскости или кривых. И в этих видео, как мне кажется, нет вообще никакого смысла. Вы смотрите на референс и создаете модельку. Все делается именно так. Для оставшихся частей я скопировал уже созданные модельки и некоторые из них немного изменил и перекрасил. А в нижнюю часть добавил трубы, которые служат тут подпорками для пола. Если в первой части уровня под потолком висели странные щупальца, здесь все гораздо понятнее. Спасибо тайловой графике, которую использовали в 8-битных играх. Мне все так же было достаточно создать один набор труб, а остальные размножить. Как я уже говорил, на стенах есть сколы и потертости. Самое простое — создать их с помощью процедурной генерации. Достаточно добавить и настроить несколько нод. Камера в игре не меняет свое положение, но я подумал, что можно добавить возможность смены положения камеры, чтобы при повороте справа не отображалась пустота. Я решил немного разнообразить уровень и добавил панели, щитки с вентиляцией и трубы на противоположную стену. То же самое я сделал и для остальных частей уровня. Вот и пришло время коридора с мотоциклами. Я подумал и решил, что повторять эту часть целиком просто нет никакого смысла. Если вам понравится это видео и я буду делать анимацию геймплея, то уровень можно будет подогнать под нужную анимацию. Если присмотреться, то можно увидеть, что панельки повторяются, и все оказалось не настолько страшно, как я подумал в начале. В этой части панели на полу уже фиолетового цвета, а на стенах все такие же стрелки и щитки. Под потолок я повесил еще одну разновидность местной вентиляции в виде розовых труб, а еще пару часов ушло на то, чтобы расставить, поменять и покрасить остальные детали. Единственное различие — надпись Fight в самом конце коридора, но и с ней никаких проблем не возникло. Ах да, на уровне есть еще цилиндры, которые внезапно появляются, когда игрок на мотоцикле на полной скорости летит по коридору. Я отзеркалил все панели на противоположную сторону, и все части второго уровня готовы. Крыса Big Black — босс второго уровня. Автоматический перевод снова не подвел и дал просто исчерпывающую информацию о ней. Это один из лучших силовиков королевы, командующий ее крысиной армией. По всей видимости, это сильная и болезненно тучная коричневая крыса с неопрятными черными волосами. Опустим то, что я увидел у Big Black зеленые волосы, но выглядит он действительно устрашающе. Казалось бы, что трудного в том, чтобы сделать точно так же, как на картинке. Не знаю, как у других, но у меня иногда возникают с этим проблемы. Вот смотрю на свою модельку, потом на картинку и понимаю, что в чем-то не сильно похоже, а как это поменять непонятно. Сейчас крыса больше похожа на китайского дракона, но поверьте мне, все изменится к лучшему. Я добавил руки, ноги и когти. В рот вставил острые зубы, и крыса начала приобретать свой мерзкий и пугающий вид. Так как это боевая крыса, то она одета как настоящий боец. В синюю майку-алкоголичку с вырезом для хвоста. Почти все готово, и я решил доделать волосы, которые создал с помощью системы частиц. В блендере для этих целей есть настройка, которая так и называется волосы. Вообще делать волосы для моделек — это еще то веселье. Я какое-то время пытался безуспешно причесать крысу, но это не помогало. В итоге я создал один волос из кривой, который потом использовал как основу для системы частиц и выставил настройки таким образом, чтобы волосы были больше похожи на настоящие, а не на палки, торчащие из головы.
Игрок передвигается на космическом мотоцикле, заботливо припаркованном в самом начале коридора. Видимо, у мотоцикла нет тормозов, а с каждым пройденным метром он ускоряется. Иначе как объяснить эту безумную скорость в самом конце поездки? Возможно, когда-нибудь я сделаю фотореалистичный мотоцикл, Рэша, крысу и других обитателей крысолета. Но сейчас я ориентируюсь на 8-битную игру и просто переношу то, что вижу в 3D. Ведь мне самому было интересно посмотреть на оригинальную игру с другого ракурса. После того, как с геометрией мотоцикла было покончено, я покрасил его в блестящий синий цвет, а какие-то части по старой схеме выделил более светлыми и более темными цветами. Я решил его совсем чуть-чуть разнообразить и добавил отверстия в задней части, через которые мог бы выходить горячий воздух от двигателя. На самом деле на уровне не так много врагов. Для меня Волкер, или как я его называл, Цапля, всегда был самым интересным во всей игре. Мало того, что его было трудно убить, он еще разлетался на части, которые можно было использовать как оружие в бою. По сути, это робот со стеклянной головой, который пытается запинать игрока. Для него я создал купол, для которого потом добавил текстуру стекла. Приделал пару механических ног, и Волкер готов. Еще один враг уровня — Гида. Честно сказать, он напоминает мне какого-то опухшего бомжа, но если отогнать от себя эти мысли, Гида в прекрасной физической форме. Его моделирование было чем-то похоже на создание Абобы из первого уровня. Достаточно добавить геометрию, похожую по форме на его тело, и накинуть модификаторы, которые ее сгладят. Маленький лайфхак: когда вы видите модельку в штанах, не обязательно создавать под ними ноги. Если вы не планируете потом менять одежду, достаточно просто создать штаны. Я уже отвесил Гида несколько комплиментов, но мне по-прежнему кажется, что его покусали пчелы. На скриншоте из игры у него даже не видно глаз. И чтобы враг не выглядел совсем странно, я добавил ему глаза. Если посмотреть на геймплей оригинальной игры, в каких-то моментах он все-таки показывает свои глаза. Его лохматую шевелюру я создал также с помощью частиц, успев примерить до этого несколько интересных вариантов. И последний по счету, но не по значимости враг второго уровня — Швейцар судьбы, или в оригинале Demon of Doom. Для него я уже создал будку, и пришло время его туда посадить. Швейцар чем-то похож на Гида, поэтому не буду врать, я просто взял модельку Гида и немного поменял ее. У этого врага чуть более вытянутое лицо, видимо, он успел убежать от пчел, поэтому выглядит не таким опухшим. Другая форма обуви и штанов, и подтяжки, как у босса крысы. Я по-быстрому накидал скелет для всех врагов, еще раз проверил геометрию моделек и расставил их по уровню. Цаплю и Гида поставил на пути главного героя, а Швейцара засунул в его каморку. Мне оставалось расставить свет, камеры и настроить их перемещение. А вы скорее смотрите на то, что получилось в итоге. Battletoads по-прежнему остается одной из моих самых любимых игр на приставках. Не знаю почему, но, видимо, в детстве воспоминания воспринимаются более ярко и остаются с нами такими на всю жизнь. С каждым новым проектом я набираюсь опыта в 3D, и этот не был исключением. Если вам понравилось видео и вы хотите посмотреть на то, как Рэш будет раскидывать врагов, а потом выживать в адской гонке на космических мотоциклах, обязательно ставьте лайк и пишите об этом в комментариях. Так я пойму, что эта тема вам интересна, и сделаю еще одно видео с анимацией геймплея. Обязательно подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик, чтобы не потерять канал Poly Road в списке подписок. И до встречи! Скоро здесь будет что-то очень крутое.